Друзья, я нахожусь в Бодруме в отеле Луджо. Это очень интересный отель, и я думаю, один из лучших отелей в Бодруме. Я здесь по приглашению руководства отеля. Мне было очень приятно, несмотря на то, что во время ковида были открыты только, считайте, 3 страны. Турция, Эмираты и немного Мальдивы. К сожалению, Мальдивы закрылись. Нам удалось отправить достаточное количество гостей в этот отель. Он очень неплохой. Очень много штата русскоговорящего, несмотря на то, что отель заполнен не только выходцами из СНГ, гостями из СНГ. В отеле примерно, я бы сказал, ощущение такое, что 50% говорит на русском. Что означает, любой гость не останется без поддержки. То есть даже если люди взрослого поколения, кто-то не говорит по-английски, вполне спокойно могут отдыхать в этом отеле. Отель находится на берегу Эгейского моря. Здесь небольшой залив, несколько островов, и они очень живописные, особенно во время рассветов и закатов. Вот я сейчас выбрал предзакатное время, оно работает на ура. То есть это красивые пейзажи, красивое море. Ну и вообще климат здесь, конечно, более прохладный, чем на Анталийском побережье. По крайней мере, ощущение такое, что ты не напрягаешься от жары. И несколько дней я проведу здесь. Я постараюсь сделать небольшой ролик, как это выглядит. Постараюсь насладиться всеми его прелестями, если успею. Территории гуляешь, какие-то странные звуки с деревьев. Наверное, это какие-то насекомые, но звучит так, как будто бы как минимум крикуны какие-то, или, я не знаю, лангольер. Я специально избегаю людных мест. Я сейчас прогуливаюсь в районе, где расположены виллы, отдельно стоящие виллы. Есть тоже такая категория номеров здесь. В общей сложности здесь 480 номеров разных категорий. То есть есть определенный корпус, где есть номера, есть небольшие такие здания, где чуть пошире номера. Я в таком живу. Забыл, как он называется. А вот здесь вот такие вот виллы, они отдельно стоящие, и у них такой небольшой прямой выход на пляж. Потом вся эта вот пляжная зона, она соединяется. И, то есть это одна пляжная зона для всех гостей комплекса. Насчет карантина, нужно сказать однозначно, туркам молодцы, потому что на территории отеля можно не пользоваться масками. Я более чем уверен, в Турцию сейчас приезжают гости вакцинированные, или, ну, это однозначно они делают ПЦР на залете и на вылете. Но сейчас лучше путешествовать в вакцинированном состоянии. Я уверен, что здесь все гости, большинство гостей вакцинированы. Что касается штата, они уже почти все вакцинированы. И я специально спрашивал на этот счет у ребят. Они допускают, то есть здесь такое же принуждение идет, не сильное принуждение со стороны правительства, что если ты работаешь в открытых и в общественных местах,
с наибольшим количеством людей, то, пожалуйста, вакцинируйся или сдавай ПЦР-тест каждую неделю. Здесь это тоже прокатило, как и у нас в Казахстане, как и в Дубае. И, по крайней мере, это все приближается к количеству вакцинированных людей, к снижению статистики заражений и, соответственно, к открытым границам. Вот сейчас мы видим, что Дубай, к примеру, для них уже открываются границы во многие европейские страны. То есть их туристов рады встречать. Но, кстати, возвращаясь к вопросу о карантинных мерах, здесь в отеле нет ни одной вечеринки. То есть все люди сидят каждый за своим столиком, своими небольшими компаниями. А массовые мероприятия сводятся к тому, что вот уже который вечер здесь ставят вот такой большой экран. И это вместо того, чтобы люди балдели, как раньше на сцене была какая-то анимация, все просто тупо смотрят футбол или какой-нибудь концерт. Каждый за своим столиком. Никто ни с кем не общается, никакие совместные тусовки. Все это запрещено. Но все работает. Рестораны, бары, музыка, диджеи, все это работает. Единственное, не разрешены общественные мероприятия, общественно-массовые мероприятия. В этом отеле несколько таких эскалаторов, которые расположены прямо на улице. Эскалаторы расположены прямо на улице, и они работают в обычном режиме, как у нас в торговых центрах, что очень странно. У нас бы такое не прокатило. У отеля большая пляжная зона, и она разделена на 3 части. Вот это самая большая пляжная зона. Здесь отдыхает основное количество гостей. Вот эти кабаны, беседки, их можно снять в аренду, они платные, потому что они идут с отдельным выходом в море. Там небольшая лесенка такая. Стоит 300 евро в день. Там размещается несколько человек, и может туда еду заказывать и все такое. А вот эта зона на пирсе, она вполне открытая. То есть здесь каждый человек, каждый гость может расположиться и вполне себе с пирса прыгать, нырять. Это тоже как бы продолжение пляжа. Очень комфортное, красивое продолжение пляжа. Вечером все отдыхают, ужинают, каждый, как я уже говорил, каждый за своим столиком. Нет общественных мероприятий, но тем не менее это очень уютная картина такая. Тихо, приватно, спокойно, каждый проводит вечер в кругу своей компании. Ресторан Гая. Я был здесь уже несколько раз и за время своего пребывания, и он шикарный, он хороший, и он классный для семьи, если вы хотите провести время тихо в кругу семьи. Здесь несколько хороших ресторанов, хороших зон, есть даже спортбар, где вы можете посмотреть какие-то ивенты, там, допустим, Тур де Франс сейчас идет, я вчера смотрел. Футбол сейчас идет, я тоже вижу его постоянно на экранах. Но особенное место, которое мне нравится, это место Опа. Я сейчас покажу. Это место называется Индиго Опа. Место Индиго Опа шикарно тем, что это вообще место для взрослых. То есть здесь запрещены дети, подростки.
И, допустим, какие-то парочки, они могут уединиться, спокойно провести время, скажем, без шума, без детской возни какой-то и все такое. Ну, мне это понятно, потому что я отец 4 детей. И да, сегодня я провожу спокойно не в кругу семьи, это рабочая командировка, и я имею право тихо, спокойно посидеть, поужинать и не слышать детских криков. Нервный смех. Я сейчас зашел в это место. Опа, у него есть свой пляж, свои зоны для отдыха, то есть днем на пляже. У них вот такая вот сразу чувствуется более такая модная музыка, барная стойка. Ты можешь сесть за баром покушать, ты можешь сесть за отдельным столиком. Здесь такая вот публика, она более, ну, менее семейная и не шумная, по крайней мере. Вот. Ну, наверное, все. Сейчас пойду поем там. И вот, короче, я в этом баре. Опа. Как видите, обстановка очень тусовая, несмотря на карантин. Никто не танцует. Опять же, никаких массовых мероприятий. Но такая музыка сразу современная. Публика более живая, я бы сказал. Молодые, есть и пожилые, конечно, но нет детей, нет шума. И от этого, наверное, такая атмосфера. Диджей очень громко играет. В принципе, хорошее место.